И всем привет! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Всем привет! Вы на канале Польза Стримы, и здесь в каком-то смысле уникальный контент. Мы с вами уже год вывозим прожарки смартфонов. Насколько они вам нужны? Ну, настолько, что подписалось все-таки 12 тысяч человек, за что вам огромное спасибо. Что мы делаем? Мы в онлайне просто-напросто тестируем смартфоны. И вне зависимости от того, какие у нас тесты, мы потом с вами делаем выводы. Напоминаю, что меня зовут Саня. Полноценный обзор будет на канале Польза.нет, скорее всего, завтра. Этот смартфон будет по-любому на хайпе. Почему? Потому что это Xiaomi. Да, большинство не понимает, вот он лежит сейчас, заряжается, что это то же самое, что Redmi китайский, только чуть-чуть обрезанный. Redmi Note Pro 5G, он будет интересен на 99%, наверное, только когда на него чуть-чуть спадет ценник. Хотя, опять же, не факт, что это будет скоро. Напоминаю, что меня зовут Саня, и из интересного еще у нас поменялся логотип канала. И если вы хотите помочь каналу, есть у меня вот там в описании личный закрытый канал. Вторая ссылка. Я уже туда выгрузил, почему мне все равно на рекламу. Очень, очень элементарный ответ, но ролик, я думаю, вам будет интересен, если вы туда подпишетесь, если хотите помочь проекту. И второй ролик, что есть в тайских магазинах. Напоминаю, что там 18+, в телеге, то есть мы ругаемся, и там есть определенные взрослые темы. И называется она «Братство железа». Поэтому вот маленькую рекламу сейчас включил такую. Помните, когда-то у кого-то были там бусти, у кого-то были, получается, после бусти подписки у меня были на YouTube от спонсоров. Ну, вот считайте, что это мини-спонсорная подписка. Она за, получается, звездочки, то есть внутри телеграмная валюта, ее приобретать без проблем. То есть вы не покупаете подписку как таковую, это мини-экскурс, 5 секунд, а покупаете просто звезды. И звезды вы также можете тратить, хотите на голоса, хотите на что угодно. Поменял аккумулятор. Аккумулятор опять приказал долго жить, но мини-реклама кончилась. Почему мне интересно? Потому что нас уже там 30 человек, и это круто. То есть я как-то не ожидал. Сначала один человек добавился, вот. А потом нас стало много. И там взрослые темы такие. Из разряда, что где лучше купить, прям ну, не совсем так. Но, в общем, хотите поддержать канал, можете поддержать. Олег, Шерлокс, Константин, Кларк, Ермаков, Старый Рекс. Всем привет. И сегодня очередной стрим с прожаркой вот этого волшебного устройства. Жарить здесь технически нечего, то есть пока у нас он заряжается, я вам сейчас покажу, что в принципе в Antutu он выбивает максимально скромно все. 555 тысяч баллов — это не та вещь, которая может перегреться. В принципе, стресс-тест он проходил довольно неплохо. Да, можно сказать, что вот там у него проседание по производительности ЦП, частота ядер у него прыгала, но это мелочи жизни. Почему? Потому что в целом все, что он проходил, он прошел максимально достойно, устойчивость везде практически 100%, потому что, повторяюсь, греться здесь практически нечему. Ну и, соответственно, никакой супер эффективности от этого и не будет. Из интересного, кстати, на канале скоро будет вот такие, ну, может быть, скоро, когда я разродюсь, и вот такие очки. А из перспективы, кроме шарика, вот такой вот Smart Redmi Note 14 5G. Почему они у меня так быстро? Потому что здесь доставка один день. Получилось у меня вроде бы по предзаказу 17-го должны были привезти. Привезли раньше. И китайские смарты уже гонял, они похожи. Вот. Да, технически это как Poco X7, только дороже. Очень похоже. Да, Кларк. То есть, если ты Poco X7 сравниваешь с Redmi Note 14 Pro, вот давайте попробуем найти отличия, подожди. У меня, кстати, он есть. О! Сейчас мы проверим много чего. Но опять же, для многих я повторяюсь, что Poco это не то же самое, что Redmi. Для многих Redmi Xiaomi а-ля лучше. И
По процам, да, процессоры одинаковые. Основной сенсор разный. Сейчас 5 секунд. Надо подзарядить его. Чтобы было прям наглядно. С HW Info возьмем. И еще датчик приближения посмотрим. Потому что у Poco X7 он виртуальный. Не забываем прожать лайк все, кто пришли, кому не жалко. Мне так нравится. Человек пришел прокомментировать Нубию, рассказал, что в комментарии даже: я стрим не смотрел, но уверен, что с ней все было хорошо. Что я увидел, все было в порядке. Это так смешно. То есть люди приходят на прожарки, выбирая девайс за $500 и даже не проверяют ничего. Кстати, все, пересилил себя, кофе начал пить опять. Вторая чашка. Ну как пересилил? Максимум 2 чашки в день будет теперь. А камера разная, да. Андрей, Света сама себя удалила. Шерлок, Алекс, Марина. Ничего ж себе, у нас целых 2 девушки сегодня. Мы просто, как это называется? Девушки, да, тоже подписывайтесь. Телеграм-канал закрытый, но вам он не понравится. Это больше на сарказм похоже. Еще раз, там такие же правила, только можно ругаться чуть-чуть. Ну и площадки упоминать, и спрашивать о каких-то вещах, которые не относятся к YouTube. На 100%. Брок, извини меня, кофеман. Если датчик физический, то сходится. Датчики нынче от 90 УЕ. Рус Зейн, я 33 дня не пил кофе. То есть у меня был полный детокс. Сейчас я вчера попытался попить, мне не понравилось. Сегодня я подумал, что у меня нет чая, кончился. Я выпил чашку еле-еле с сахаром. Вот сейчас пью вторую, но чай нашел. Может, завтра не буду уже пить. Не особо. Севка, так Бади, ты эспрессо пьешь? У меня 2 двойных эспрессо. Под 15 барлей. Бар. 5 секунд. Так, не забываем прожать лайк. Я все жду, когда здесь хотя бы будет 45%, и мы 3 раза его прогоним, а потом, может быть, будем еще подзаряжать. Я не знаю, сколько он съест за прогон. Хотя, с другой стороны, мы же можем посмотреть, сколько он до этого ел за прогон, правильно? Если он ел до 3%, то можно и химичить. 4%. То есть, по идее, мы должны остаться с 31% должен быть. Как вы поняли, режим здесь стоит. Здесь, кстати, можно еще через игры зайти в него. Потому что ускорение игр отсутствует, допустим, на Note 4 5G. Вот, а здесь оно есть. Можно зайти в великолепный наш Antutu через него. Все. Включаем Antutu и дальше будем общаться. По умолчанию. Что по умолчанию? Высокое качество. Больше не спрашивать. Режим профи. Улучшение изображения не нужно. Все. Понеслась. Так, и повторяюсь, жарить здесь нечего, но нам интересно что? Нам интересно, сбросит ли он яркость за 3 прогона стандартно. Ну и что-нибудь еще проверим по ходу пьесы. Сразу давайте не... ну давайте радексом, подождите. Давайте тона не будем мучить. Радексом по-быстрому. То есть у нас 720 люксов. Сейчас проверим, чтобы яркость была
Зафиксировано. Все максимально. Дневной режим. Ну-ка. Дневной режим 800. Не особо разница. Ну пусть дневной будет режим. И частота обновления 120 Гц. Выбираем для 3D Mark тоже 120. Он и так включен. И блокировку экрана 10 минут. Все нормально. Это все выставлено. Понеслась. Понеслась. Процесс пошел, как говорится. Как у кого день прошел, считайте, что просто встречаемся, чтобы пообщаться, как у кого чего. Какой регион прошивки на данном регионе? Ой, а какая разница? Здесь даже, кстати, я сейчас скажу, здесь вилка европейская. В этом прикол еще. Сейчас покажу. Redmi Note 14, 5, 14 Pro. Если кому-то надо email там и все остальное, то, наверное, то, наверное, вот так будет проще. Поставите паузу. Сделайте скрин и все. Made in China. Продукт А29. Какая разница? Говорю, ну, может, я чего-то не понял? Какой кофе? Разный. Нет, цикорий я не пью, не могу. Весь модельный ряд купил. Нет, не весь. Я не купил, получается, 14 4G здесь нету. Здесь 14 Pro, 14 4G нету. 14 Pro Plus идет. Вот. То есть мне не хватает двух. И Redmi тоже идут, и Honor тоже здесь. И по большому счету я, самое главное, купил все цвета у Poco. И я жду нового обновления, и тогда уже будем колбаситься. День не успел начаться. Вадим, а вам сколько лет? Если вы уже не в школьном возрасте, то это неудивительно. Да, глобальный регион МИ, в Европе свой регион. Ничего не понял. Я знаю, что он здесь был с европейской вилкой. То есть, по-моему, подожди. Или с азиатской. По-моему, с европейской. Может, я глючу? Нет, я глючу. Я обманул. Нет, не глючу. То есть он с европейской вилкой. И все. Скинул донейшн на WebMoney. Ships Demand. Спасибо, но я даже не знаю, какой у меня. У меня там этот кошелек просто так висит. Спасибо. Зачем вам всем эта запись на звонилке? Не знаю. Ее даже в суде, как я знаю, не принимают. Чтобы что-то кому-то доказывать. Морально готовлюсь к операции. Ну, все у вас получится. Лучше делать что-то, чем не делать. Вы молодец, потому что на любую операцию собраться тяжело. У меня было 3 операции на нос, кстати, на пазухе. Вот. И, по-моему, 3-й раз меня практиканты мучили, потому что обычно народ с такой же операцией вставал через день. У меня кровь шла 2 месяца, реально 2 месяца. Каждый день после операции. Ну, во-первых, оно все, по сути, у меня долго очень восстанавливалось. Но и то, что мне делали практиканты. А за деньги я не мог, потому что я был офицером. И, в общем, я так и не понял, почему. Я реально хотел, чтобы меня начальник отделения операцию делал. Но на мне тренились. Хотя все до сих пор окей, поэтому огромное им спасибо. Феназепам, разумеется, дадут. Феназепам. Какая нужна вещь? Запись звонков. Все относительно. Так, сейчас мы посмотрим, кстати, на X7 какая-нибудь прошивка прилетела новая или нет. Вот по ощущениям, кстати, что Poco работает почему-то медленнее. Хотя он не должен. Может быть. Может, это глюк. Но какие-то вот такие моменты прилетают. Обновлений пока нету.
То есть все еще 1.0.7.0. Напоминаю, что у Poco есть лимитка. Ее мы разыгрываем, и на лимитку прикол, что пришло обновление раньше. То есть на нее на лимитке обновление следующее, а на Poco X7 и X7 Pro предыдущее. Я когда насыпаю работы, чашки 4 выпиваю, то засыпаю. Я после кофе спокойно могу спать. То есть для меня это вообще не показатель. Рус Зейн, всех причастных, да, с крещением. Да классно, два сообщения. Первое про феназепам, а второе про крещение. Мне 11 лет, и я твой фанат. Денис, спасибо, но... Спасибо, но это очень удивительно. Здесь в основном собрались старые дядьки. У меня никогда не было гайморита, у меня было, как это называется... Короче, воспаление пазух, потому что я на Крайнем Севере служил 12 лет, до этого жил на Крайнем Севере 9 лет. И вот эти вот понты из разряда, я там бегал до бассейна, сколько там было, по-моему, ну не так и далеко было. Иногда бегал, иногда мы ходили с Лехой каждый день. Ну, каждый вечер после службы идем в бассейн, там час плаваем и бежим обратно или идем обратно. Когда-то довозили. Ну, в общем, за время стояния в минус 40 и ниже, не зря год за два на Крайнем Севере, сформулирую так. Вот, пазухам пришел конец, нос не дышал. А, Дмитрий, это ты, что ли, идешь? Если платная операция, то все будет вообще быстро, просто и без проблем. 99,9 в периоде. Резистентность к кофеину, наверное, да. Шипс-деман. Толера. Скорее это толера, толерантность, да? Богдан, привет вам тоже. На привет из Краснодара. Почти 40, но это не так должно работать. Нет, Вадим, именно так это и работает. Я вот только проснулся, у меня уже 12 часов ночи. Все. Я так понимаю, лимитка продавалась по предзаказу. Олег, здесь лимитка продавалась не по предзаказу, но на 2 дня раньше, чем распродажа. Как только началась распродажа, лимитку разобрали. Вот. Их будут продавать. Уже здесь продают перекупы. Если нужно, можно всегда переслушать, поэтому нужная функция. Виктор, но это чуть-чуть нечестно, потому что если без уведомления собеседника о начале записи, то это как бы некрасиво, как минимум. Но вы бы хотели, чтобы вас писали без предупреждения? Такое себе. То есть обычно же мы предупреждаем, я вас снимаю, там, это т.д. и т.п. Шерлок Холмс, я хочу вам сказать про Neo 7, что у меня на него есть прожарка, обзор и обзор одним кадром. И вы можете его посмотреть на 3 каналах. На этом, на лайве и на основном. У меня тоже день за час проходит. Света, у тебя неделя за час проходит, по-моему, по моим ощущениям. Мне вчера пришла обнова на Redmi 12T Pro. Это хорошо? Смарт стал шустрее? Поэтому я бы не хотел, если со мной кто-то разговаривает, если он не предупреждает заранее, что он меня пишет, чтобы он меня писал. Наверное, так. У вас может быть другое к этому отношение. Хотя, опять же, ничего такого я не говорю. Но по мне это какой-то уровень приватности и, наверное, да. Наверное, у меня нет людей, которые меня пишут. Хотя у меня был на работе один человек, Ильдус, который писал всех. Ну и это наводило на определенные размышления, потому что не всегда можно и контекст не понять, и еще много всего. У меня начальник начал забывать, что говорит мне по телефону, стал записывать и об этом в курсе, если что. Да, вот если он записывает и всех в курсе, или вы записываете все в курсе, никаких проблем. Сергей, зачем я топлю телефон? А зачем я обзоры делаю?
А зачем я стримы делаю? Хочу. Ну, то есть, это контент. Сегодня я не записывал утопление. То есть Нубию я не стал топить, потому что я не верю. Просто Z60 Ultra просто как бульк-бульк сделала. Посмотрите обзор. Я не верю, что в Z70 Ultra что-то по-другому стало. Санчо Пинчук, а у меня есть обзор на Honor Pad 9? С каких пор на прямых трансляциях появляется реклама от YouTube? Вадим, всегда она была. Просто в какой-то момент времени вам не нужно было ускорять YouTube, помогать, и все. Да, Варгас. А зачем я живу? Шипс Деман. Мне кажется, это тот вопрос, который не надо задавать себе. То есть вот эти вот все суперфилософские вопросы из-за разряда «а зачем я живу?» Вот вопрос, что я хочу и что я готов для этого сделать, это хорошие вопросы. А те, что «зачем я живу», они обычно разрушают. Вот. В 90 лет подумаешь, зачем живешь. Раньше не надо, мне кажется. Не стоит. Никого, ни к чему хорошему никого не приводил данный вопрос. Не думай, делай и все. Мне так кажется. У меня запись без уведомления от прошивки смарта не зависит вообще. Алекс, вопрос не в том, что вы можете завести запись без уведомления. Вопрос в том, что ваши собеседники об этом не знают. И здесь этический вопрос, вот и все. Денис, мы это не обсуждаем. Люди помогают ускорять интернет, потому что он ломается. Я живу, чтобы топить Нубию. Может быть. Привет, всегда было интересно, постоянно снимают. Там, понятно. Привет, хорошие обзоры. Спасибо. На канале нас двое, Хэппи. Я и Игорь. У Игоря, к слову, музыкальное образование. Вот это вот музыкалочечка. И все. Да, такое себе тестировать смартфон, который заведомо оверпрайснутый, мягко скажем, даже в долларах. Впервые за все время у меня выскочила реклама. Вадим, я не знаю почему, потому что я говорю, что в принципе монетизация подключена, если то она будет. Лика LE2. Богдан, по-моему, я ваши комментарии как раз по поводу этого читал, но Лика LE2 я не тестировал. И ввиду того, что я не знаю название бренда, я очень сомневаюсь, что я смогу его вообще продать, если я его куплю, во-первых. Во-вторых, мне хватает смартов на тестирование, как вы сегодня заметили. Радерв я купил и Realme 14 Pro, и Realme 14 Pro Plus. И, по-моему, они даже в пути уже. Но, опять же, это один из горячих смартов. То есть, если у меня есть те же там Xiaomi 15, 15 Pro, Oppo Find X8, X8 Pro, там, не знаю, Honor Magic 7, это все терпит, так же, как Redmage-овский планшетище игровой. А вот эти новиночки-глобалочки я прям по возможности, как только они появляются, сразу на них пилю. Тем более это копии, тем более это не просто копия чего-то, что вышло вот сейчас на глобалке, а технически я его в китайском варианте уже тестировал. Этот бренд уже ушел, понятно, Денис. Может, кто знает, просит при входе код. Я понятия не знаю. Я не знаю, что это такое. В виде барабана, вот это что ли? Это лимитка от Starbucks. Но когда я узнал, что Starbucks поддерживает одну из сторон в одном из конфликтов в Азии, я перестал покупать их кружки. Но там тоже очень сложная история. Ты приобретаешь какого-то концерна какие-то вещи. И через какую-то там колену они в чем-то там участвуют. Это, конечно, дичь, что коммерсы участвуют в политике. Тем более в таком виде политики, как конфликта. Но вот так. Короче, это Starbucks. Эта компания умерла, и ZTE, похоже, на них понятно. Хочу приобрести Z9 iQOO.
Happy Sunday. На канале Польза.нет есть топ-10 смартфонов до 20 до 30 тысяч рублей. Ознакомьтесь, вы узнаете мое мнение, на каком месте находится iQOO Z9 в моем топе смартов до 20-ки, по-моему, он. Что там жарить, если там нечему греться? Да, но может быть у него прям совсем шлаковое теплоотведение. Вы против, что мы на прожарку? Вы против, что мы устроили прожарку? Бэттери что-то там погибло. Еще одна. Сколько можно батарейкам умирать? Мы только первый прогон делаем. Батарейка уже погибла. Вторая. Хочу отметить. Притом батарея стоит на зарядке. И это прям очень странно. То есть батарея стоит на зарядке. Поэтому она и погибла. Потому что зарядник не вставлен. На зарядке, который не вставлен зарядник. Все. Вот теперь точно ничего не произойдет плохого. Все. Ну, плохого. Просто не отвалится камера. Сейчас все будет. Вы бы видели сет в телеге как раз в закрытом канале показывал видос, что у меня там. Читаю, да, 200 мегапиксельная. Вот заметьте, еще один прогон, и получилось, что 5% он съел, больше, но через игровой режим 680 тысяч, вау. Уже по-другому как-то ощущается, да? 680 тысяч. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас выдавал тот же самый процессор на Poco X7. Да, 600 тысяч. То есть плюс-минус то же самое. И, по-моему, он у меня в минималке Poco X7. Да, он в минималке. Нет, максималке. Как раз. 512. Что взять? Это печка, топ-10 смартфонов до 30 тысяч рублей на канале. Если хотите актуальнее, вот там личный закрытый канал через него. Но на данный момент я бы на вашем месте просто посидел и подумал. И посмотрел бы обзоры. С 20 числа начнется распродажа на Али. Там будет уже сравнивать все площадки, скорость, что вам удобнее, и т.д. и т.п. А зачем мне это надо, Джинбен? Тестировать агрегацию у китайцев должны серовозы. Нет? Я не продаю китайские смартфоны. Я вообще ничего не продаю. Я знаю, что у китайских смартфонов часто очень хуже ловят связь. Кто-то может не согласиться. У меня есть... Поищите в моей ветке, там есть очень хороший комментарий, каким образом вообще происходит хуже агрегация частот во всех китайцах. Я не знаю, с какого канала это, но, в общем, в моей личной телеге, вот там, где мы болтаем, моя личная телега, вот там есть этот пост. И мораль, что вы спрашиваете, найди причины, почему китайские ловят нормально. Не ко мне вопрос. Еще раз, я не продаю китайские смартфоны. Ну, относительно Realme 14 много плюсов. Realme 14 стоит как крыло самолета, и там тоже ничего волшебного нету. Промики на отдельные товары. Вот и все. Так же, как примерно сейчас я могу сказать по поводу X7 Pro. По-моему, они 27 сейчас и стоят. Тенда, по-моему, очень сильно такие полезные роутеры, нет? Ну, у нас уже 33 в закрытой телеге. Заодно научитесь звездочки покупать. Еще раз напоминаю, в этом и прикол, что я не подключал бота к закрытой телеге, а я подключил просто телеграммные звезды. То есть, так же, как вы некоторые фотки открываете. Кто-нибудь знает, почему появляются уведомления? Понятия не имею. Личный бренд, да. Шипс Диман, я вообще не жалуюсь. Меня все устраивает. Нас вон в онлайне 131 человек на смартфон, который, ну прямо скажем, он мягко не лучший выбор сегодня. С одной стороны. С другой стороны, все имеет право на жизнь. Сейчас посмотрим. X7 Pro стоит 27 сейчас или нет.
И плюс-минус нужно понимать. Чаще всего вы все равно в магазинах будете видеть редмики. И ну-ка. Не, все. По-моему, кончилась малина. Уже по 33 он. По 33. А был 27. Но это мне показывает 33. Может, чуть-чуть стало дешевле. Да, сейчас все распродажи из, скажем так, из месяца, либо какая-нибудь распродажа от бренда, либо распродажа еще чего-то. Читал сегодня, как эти звезды купить. Рамзес, от чего там сложного? 2 клика. Ну, то есть это прямое взаимодействие с телегой, так же, как ты премиум покупаешь. Ну, Шипс Диман, да, в конце концов, вот для примера, мне же до сих пор приходят эти сообщения, там, придите к нам на открытие магазина, даже без стрима, вот просто лицом там поторговать. Но, опять же, я этого не делал, и мне кажется, что не факт, что это бы какой-то там был толк. Но узнаваемость определенная есть у тех, кто выбирает смартфоны у моего канала. Это хорошо. Я говорю, магия вообще канала в том, что я сейчас смотрю, там, не знаю, какие-нибудь там наушники сначала набирают 3000, сейчас смотрю, там 160 тысяч просмотров. Я такой, о, хорошо, хорошо же. Не все сразу. Так себе роутер. Я не знаю, я в роутерах не особо понимаю. Vivo X200 Pro, мини-фото, норма. Как насчет видео? Шахрух. Саня, канал Польза.нет. Вбиваете Польза.нет, Vivo X200 Pro. И наслаждаетесь 50 минутами моего обзора. Потом идете в канал, называется «Моя личная телега». Польза САС. Там исходники фото, смотрите их. Вас интересует какой-то другой девайс? Берете другой девайс и сравниваете с ним для себя же. В тех же условиях. То же самое лицо. 790 люксов норм. Сергей, я ем-то не каждый день. Книги читаешь? Нет, уже нет, к сожалению. Зато в 5 лет академии, пока у нас не было смартфонов, мы читали книжки 24/7. Руззейн. Да, посмотрим, как все будет 20 числа. Но пока, может быть, у них сток кончился, может быть, еще что-то. Шерлок Холмс, старайтесь писать культурно, потому что даже если мне ваша шаришь нормально, люди некоторые здесь есть с образованием, не только с школьным, и не только с плохим, но и с высшим. И в конце концов, сленг – это хорошо, но не во всем обществе. Разбираюсь ли я в компьютерах? Минимально. Компьютер я себе собрал. Вот, примерно так. Но опять же меня консультировали, чтобы я не переплачивал по определенным моментам. То есть, допустим, если брать... Вот сейчас, чтобы я бы брал, конечно, 5-ю линейку. Вот. Процессор у меня i5 1360K. Ничего не разогнано, просто 64 гига оперативы и все. На X7 Pro не будет распродажи с 20-го, ну тогда это будет облом, Кларк, для тех, кто его не купил. Может, на X7 будет? Нет, там будет общая распродажа, Кларк. И мне кажется, что и X7 Pro будет тоже в селе. Я сейчас посмотрю, кстати. Так. Есть на примере какой-нибудь совершенно невостребованный, но хороший телефон, 1-2 года, до $160.
Совершенно невостребованный, но хороший. Еще и 160 баксов. Нету. Ты имеешь в виду бэушный или что? Андрей Зубов, вам спасибо большое, что смотрите. Я говорю по поводу вот чата, допустим, вот, да, ну окей, вот сейчас у нас в онлайне 131, кто-то из администраторов. Я сам с собой очень часто, когда я блокирую людей, не согласен. Я не согласен очень часто с администраторами. Но я это экстраполирую на тот момент, что я состою в некоторых чатах, где я не пишу ничего. Потому что я знаю, что мое мнение в этом месте конкретно не стоит ничего. Потому что у них мнение другое. Там мнение продавцов, мнение обманщиков, по моему мнению, еще что-то. Но меня интересует определенная информация там. Я не шпионю. Я реально получаю там определенного рода информацию. И конкретно о железках, потому что чем больше глаз, тем лучше. Поэтому меня очень сильно удивляет, когда люди приходят, подписываются на канал и пытаются качать права, при том на канале, который как раз все, ну, прямым текстом хейтит. То есть ты приходишь и пытаешься оправдать какое-то устройство. Как к тебе должны относиться? Ты не пришел в чат, не знаю, Huawei, убеждать всем, что Huawei плохо. Или, ну, это глупо, тебя просто там забанят. Вот то же самое, ты приходишь в чат, где люди пытаются найти топ за свои деньги, притом у каждого он свой, и пытаешься обелять какую-то из железяк, которую мы тестируем в онлайне. Ну, то есть аргументов у тебя меньше при любом раскладе. На 99%, потому что людей больше. В споре вообще истина не рождается. И да, есть вот такой вот чат, в котором вот такие правила. Полезное там исходники фото. Вы считаете, что не так? Так. Полезно. Иногда мысли по поводу каких-то железок, стоит ли покупать или нет. Вообще, поверьте мне, любые мысли, когда по поводу того, что не стоит что-то брать, это очень хорошие мысли. Это экономит вам деньги. Вот. И все. Если я говорю одну и ту же информацию, вот даже в обзорах, можно снять по-разному, можно кручу-верчу, обмануть хочу. Вы понимаете, что одно и то же представляют, вот посмотрите 50 обзоров, те, кто уже прям техник шарят, они понимают, что это все можно так обыграть, что у тебя вроде бы негатива сказали, но сказали так, что тебе хочется его купить. Ну, это логично. И, ну, я думаю, я так не делаю. Наверное, поэтому не стоит писать что-то, из-за чего тебя там забанят. А потом приходить разбаниваться. Но, возвращаясь к тому, что я не всегда согласен с администраторами, да, не включайте лично в чате про технику. Ваше оценочное суждение, оно ваше. Вы еще не заслужили в этих чатах право говорить ваше оценочное суждение. Заметьте, я там и не... Я-то сам себе не позволяю эти прям вот такие вот оценки в диалогах. И в общем чате, где там нас 19 тысяч, в своем, я не пишу там «Палас шлак», «Это шлак», «Да это вообще хлам», «Еще что-то хлам». Почему это люди себе позволяют, которые туда приходят? Там много тысяч человек смотрят. Новых хайпера от Xiaomi стало меньше рекламы. Ее все равно отключать надо. Нет, меньше не стало. Шипс Диман, спасибо. Я повторяюсь, вот, допустим, опять же, почему стримы? Мы сидим и вместе обсуждаем. То есть понятно, что не все там 3 часа, 2 часа сидят на этом стриме. Вы потом, конечно же, не читаете мои комментарии. Но для меня это просто кладезь, потому что я могу с кем-то поругаться, допустим, здесь, там, поспорить, но прочитать какую-то информацию, которую я не видел и на которую я не обратил внимания. Чем больше глаз, тем лучше. Это, ну, вот суперсила канала, я считаю. Потому что, кто бы что ни говорил, чем больше гиков смотрит на железяку и пишет о ней что-то, тем лучше. Вот примерно так. Не забываем прожать лайк. Да, нас совсем мало. Людей, точнее, не мало, а лайков очень мало. Вот. Как вам, кстати, новый логотип канала? Плюсик хорошо, минусик плохо, но все равно я его менять не буду обратно. Вот. Мне импонирует мультяшка, которая при смерти, еще и цвет такой. Если как-то со значком, помните это мем, где женщина стоит, у нее на транспаранте написано «Мужики бегут». Если ты
еще женат, значит, ты плохо тренировался. Вот здесь примерно то же самое. Если ты хорошо выглядишь, значит, ты плохо делаешь обзоры. 100%. Вот. Мало стараешься, как говорится. Ну, 89. Да, не забываем прожать лайк. Может быть, соточку наберем. Бабайка. Плюсик. Я, кстати, сегодня наблюдаю, как потихонечку все-таки чат растет. Нас уже 35 человек. И, повторяюсь, я туда скинул 2 видео. Что в тайских магазинах выгодно, уже запилил кружки, что на улицах. Ну, ввиду того, что я летаю, я тоже всякую дичь буду 18+. Не супер дичь. То есть, все разрешенное, но такое, на грани. Что у себя в холодильнике я там скидывал. О, один, кстати, против злачных мест фотографий. Может не смотреть или видео. И первый видос, это там, почему у меня с рекламой такие отношения и почему рекламщики меня не любят. Не потому что я супер правильный, кстати. Там очень просто все. Очень просто. Но здесь я не могу об этом говорить. Шипс Диман, ну, мне тоже это как бы... Я сейчас тебе объясню, как я отношусь к этой авиа. Я же ее не открываю, я думаю, что просто вот в ленте именно такой цвет, непонятно какой красный, именно такая штука, она такая, о, Саня, скорее всего, так же, как мой значок, как Netflix, стандартный польза.нет. Root Game, рада тебя видеть. Похож на другого Шурика из советских... Я на кого только не похож. Я похож на него. Потом мне говорили, как из вечернего Урганта, лысый. Не Светлаков. И на Светлакова говорили похож. И на Цветков, или как его там, лысенький парень, мужчина. Потом говорили похож из универа на героя. В общем, я похож на всех, у меня типичная внешность. Это плохо, потому что она не запоминающаяся с точки зрения даже Ютьюба. Но и хорошо. То есть, если мне там говорят, ой, я тебя видел. Не-не-не, все плюс-минус одинаковые. Да, Хрусталев. Почему Кристалев? Хрусталев. Света, привет, да. И его тоже. Так, 639, пока норм. 5%, 770 люксов. Норм. Норм же ж. Игорь, привет. Всем безумно рад. Еще также рад этому смартфону. Почему я еще такие смартфоны люблю, я вам объясню. Вот, допустим, Nubia я не топил, потому что у меня Nubia утонула. Но Oppo Find X8, допустим, за космические деньги, по моим меркам, я топить буду. И каждый раз меня так подтряхивает после Vivo X100S, потому что там минус 50 штук, что что-то утонет. Когда я топлю вот это, утонет 27 тысяч. Когда я топлю Oppo, утонет 70 тысяч. И да, наверное, это никому не надо. Но мне вот как-то... Я даже когда это делаю, я вот думаю, а вот значит мне совсем не плевать. Ну, потому что я делаю что-то себе, что может быть в минус, если он умрет. Вот. В дизайне нужно за что-то уцепиться. Сейчас цепляемся за твою личность. Ну, мне кажется, в норме, я говорю, с той точки зрения, что вот такой вот чувак такой, плюс-минус. Другой вопрос, что я, в принципе, очки не ношу, но, опять же, очки это аксессуар, как часы. Так же, как когда-то цепочки у нас были, у кого-то кольца. Сейчас есть компания, которая называлась Лика. Называется сейчас Летв, понятно. Беру исключительно БУ. Очень жалко носить навье с магазина. Скупой платит дважды. Мультяшка похожа на кого угодно, но не на тебя. Света, ты же меня, конечно, видела. Интересно, Oppo переживет утопление? Не, Дмитрий, я в Oppo уверен на 100%. Но на 99, 1% всегда существует. Топить райдеры, которые тебе присылают. Какие мне присылают райдеры? Райдер. Это что? Рендер ты имеешь в виду? Ну, мне рендер ни один не дошел. Мне Poco посылали рендеры, не дошел. Poco X7, Poco X7 Pro покупал.
Нет, Poco X7, по-моему, дошел. Poco X7 дошел. X7 Pro все 4 цвета я купил сам. Redmi тоже писали, мы тебе пошлем что-то. В итоге я все купил сам здесь на Лазаде. Вы, мне кажется, там где-то там. Уже 2 рекламы за стрим. Universal, ну как-то есть надо. Я вас успокою, у меня даже 100 баксов, по-моему, $80 с этого канала получается за месяц по монетизации. Какой 80? 30. 30. Ну, сори. Я сейчас вам объясню по поводу монетизации. Прикол в том, что если ты ее не подключаешь, ролики не рекомендуются. И вам кажется, что стримы, допустим, ну, там мало кто смотрит, но подписчиков за месяц было плюс 1000 человек, это раз. И два, если открыть аудиторию, уникальных зрителей на секундочку было 30 тысяч. То есть постоянных 13, а уникальных это новых зрителей 30 тысяч. Если отключаешь монетизацию, новых зрителей у тебя не будет никак вообще. Это YouTube. Ну, логично, что у кого-то, у кого там супер контент из разряда, там, не знаю, это прям личность. Это не железка, а личность, все харизматично. Он пытается убедить в том, что у него какой-то уникальный контент. И в этом случае, да, наверное, у них 5 секунд. Возвращаться. Вот. Как вам так? Так вот, если у тебя личность, тебе, наверное, без монетизации будут смотреть. Но YouTube не будет рекомендовать то, на чем он не зарабатывает. Если это только не супер-мега какая-то уже состоявшаяся персона. Последняя линейка, вообще все из пикселя не стоит своих денег, потому что там тензор. Подождите, там не там тензор. Это у нас Exynos в Самсунгах. Вадим, сори. Ну, ты к чему это? Я тебя должен обучить, как отключить рекламу. Программками есть такие. Ну, хорошо, что он включает, нет? Значит, я соответствую требованиям YouTube. И вы смотрите контент, который не нарушает никаких правил. Мне ни страйков, ничего нет. Intel, а насколько лучше Наполеон, чем картошка, десерт? Или наоборот? Просто веду стату. К инженерам. Почему у нас нет нормальных смартфонов? Есть, я сейчас такого стримлю. Что такое нормальный? Нормальный это, чтобы тебе бесплатно дали что-то, что у всех есть, правильно? Может быть, у Вадима начала пропускать рекламу программка. Куфаб, если вы не способны то же самое вбить в гугле, мне вас жалко. Ты не думал стримить в игры? Шипс Диман, я не могу говорить с детьми на одном языке. Наверное, так. Игры это все-таки для подростков. Вот примерно то же самое ты и спросил. И то, и другой десерт. Это не претензия, замечание. Так замечание это и есть претензия, Вадим. Atari чего? Что такое Atari? Это к чему вообще было слово? Я не собираюсь обсуждать, а что есть, вы стебетесь, а откуда им появиться? Ну, то есть в некоторых странах развиваются разные сектора экономики. То есть где-то электроника, где управляющие понимают в электронике. Где-то аграрный сектор, где управляющие понимают, что такое аграрный сектор. Это же все зависит от того, кто как управляет. Что уж чего-чего, а мозгов хватает во всех странах. Просто вопрос, как ты их будешь применять и на что.
Сергей, я прочитал, я не хочу это обсуждать. В Зимбабве тоже нет смартфонов, в Конго нет смартфонов, даже в Нидерландах нет смартфонов, в Монголии нет смартфонов своих, в Казахстане нет. Очень много стран не имеет смартфонов, и цикл производства даже у того же Китая не весь замкнут на одной стране. То есть там же со всего мира по чуть-чуть собирают в каком-то месте, как программное обеспечение пишут. Почему эта отрасль? Ну, так же, как вот с блогингом. Почему блогинг сейчас на постсоветском пространстве страдает и будет страдать? И будет, наоборот, схлопываться вместо того, чтобы, ну, реально... Сейчас, понимаете, такой момент даже на YouTube. Послезавтра они реально включат автоматический перевод. Прикиньте, сколько бы денег, если люди шли в YouTube, допустим, ну, YouTube самая крупная в мире платформа, зарабатывало бы население, которое в это вовлечено, дети, подростки, когда уже русский язык, а русский YouTube реально самый крутой на планете. Даже обзоры посмотрите. Сейчас мне индусов начнут скидывать, еще что-то. Но вот найдите хорошо подобный мне контент или подобный даже моим, ну, подобный даже Филу. Вы не найдете подобного контента. Так въедливо и так системно в таких объемах не делает никто. Когда это начнут переводить, и развлекательные тоже, в ИИ, а это пройдет год-два, это будет просто бешеные деньги. Но к этому моменту рынок уже схлопнется. Почему? Потому что его просто закрыли. То есть эту отрасль, она была сама по себе, в нее ничего не тратили. И потратили деньги, чтобы она исчезла. Хотя она могла генерировать деньги откуда-то. То есть, опять же, YouTube и Google находятся не на территории постсоветского пространства. Реклама закупается не там, а деньги приходили там, где люди. И там они и тратили. А теперь этого не будет. И вот много таких моментов по поводу интеллектуальной собственности и всего остального. Само государство решает, хочет оно деньги отсюда или в другом месте. Какое ощущение? Нормальный смартфон работает. Я рад, что он работает. И я не хейчу или еще что-то. Все меняется. То есть в 90-е годы пушилось все. Вы смотрите, сколько супер... Самые крутые банки. Вот у меня много банков по всему миру, моих, ну, которыми я пользуюсь. Лучше, чем у нас банковской системы нет. Лучше, чем у нас госуслуг на территории постсоветского пространства нету нигде даже аналогов. То же самое, говорю, был YouTube. Был, потому что его, ну, целесообразность, не знаю, может, мало денег давало это. Теперь программы, там, Яндекс тот же, он везде. И если посмотреть, то интеллектуальной собственности-то хватает вот этих всех. Просто другой вопрос, что если ты там начинаешь копать владельцев и лоббизм конкретно, чтобы вот это работало и развивалось, надо будет кому-то, будет развиваться, будет и свой смартфон, и свой планшет, и все остальное. Только надо, чтобы кому-то это надо было. Смотрю YouTube на 2 языках. Да, Евген. Русский... Я сейчас объясняю, почему у русского сегмента лучше. Я не говорю про себя, я вот говорю в целом, даже беря Вилсу, даже, не знаю, там, многих его друзей, может быть, они реально в Европе и Америке, кто делает обзоры, они, во-первых, не парятся, у них очень большие доходы, то есть у них там утрированно, я там получаю $1 за просмотр, за 1000 просмотров, они получают $10. У них там комса идет с Амазона за каждую покупку чуть ли не 20%, и плюс их могут засудить бренды. То есть, проще говоря, их минимальные усилия дают очень много денег. Это раз, а два, здесь психология. Ну вот, чаще всего, вот как я смотрю на них, для кого-то это прям жизнь. Но они улучшают именно качество контента, они не улучшают въедливость. Они не становятся более критичными. Ну, я смотрю, как развиваются... Опять же, благосфера, вот эти миллионные просмотры, мое мнение субъективное, что там вот как вилсакомовская жвачка, только в еще более утрированной форме очень часто. И поэтому, когда, а это просто вопрос времени, российский сегмент YouTube начнет переводиться на английский и на другие языки за счет ИИ, мне кажется, он выстрелит.
Ну, как бы, я вам больше скажу, меня в Азии люди узнают. Я не шучу, в Азии. То есть люди реально какие-то, кто там Айку, допустим, смотрит, такие, ты... Я... Да, потому что никто не делает подобного. Вот. Зубов, да, и индусы выстрелят. Но я скажу, ну, я прямым текстом скажу, у меня был проект разбирать все. Помните, как было аналогичные два? И вот я хотел еще один канал и сам попытаться поразбираться. Но случилось то, что случилось, и ну, я схлопнулся. В каких-то моментах, видите, стараюсь там канал для стримов сделать, там телеги какие-то, еще что-то. Где-то ты растешь, где-то ты падаешь. Но в общем, вот, допустим, мотивацию 18-летнего пацана, чтобы он после работы не шел там спортом заниматься, не шел там с девушкой гулять, там фильм совместно смотреть, а сидеть пилить контент, эту мотивацию победили, я думаю, в большинстве своем, потому что, ну, на наших платформах, которая принадлежит одному, скажем так, человеку даже, то есть это не государственная организация. Государственная организация – это телевидение. То есть есть госканалы. А вот это вот дело не госканала. Вот почему-то все тоже путают чисто коммерческую тему с государством. Нет, там и деньги-то не государству идут с этого дела. И вот это вот дело, оно, получается, просто-напросто захотело больше денег и уничтожило сегмент. Они без этого сегмента выживут. Они туда будут заливать ролики, там, допустим, нетфликсовские фильмы, сериалы, еще что-то, и будут говорить, что а вот у нас просмотров море, только не за счет благосферы. И это не даст капитал снаружи. То есть идея-то в том, чтобы тебе, там, ты фильм сделал и включил там в мировое пространство, и тебе льются деньги вот в твое место, откуда ты его сделал. То же самое с контентом. Но жираф большой, ему видней. Какую найти группу? Вин-вин. У Вилса много подписота. У него просмотры индусовские. Ну, то есть ты покупаешь индийские просмотры. Очень много техноканалов, даже моего уровня, покупают индийские просмотры. Очень много. Хочется им, у них контракты, у них SEO, у них нет выхода. За наставничество в разборах, даже за попытку отдельное спасибо. Зубов хорошо. В каких разборах я не понял, но окей. Просто много звучит у всех одинаково на немецком, как будто проплатить. Да, они по ТЗ работают многие. Без души. Но есть такой подкаст. Сейчас еще скажут реклама иноагента. Нет, к сожалению, вот слова все почему-то ассоциируются с какой-то политической, либо юмором, еще что-то. Вот я просто говорю, что многие вещи без души. Люди уже хотят чего-то, и на все нет времени. Вот как вы пришли на стрим, даже если было 10 человек, а у нас это было, когда там на Твиче стримил, я вам безумно благодарен, потому что компанию по интересам в жизни найти очень сложно. Благодаря YouTube мы можем друг друга найти, пусть там даже на какой-то короткий промежуток времени, но это только благодаря YouTube. Потому что если бы какую-то другую платформу вы открыли, вы бы увидели либо политический контент, либо вам продавали бы курсы, либо еще что-то. 783 люкса, и ему все равно. То есть он прям спокоен. Единственное, что у нас 5% также, без изменений. Шипсдиман, да. И тут Остапа понесло опять, да? Я тебе очень рад, Шипсдиман. Так, в общем, что у нас из интересного? Кстати, не хочу я повторять. HW-инфо я хочу. Я хочу дождаться обновы и уже на обнове его пообозревать. Или хотя бы пожарить. Когда они его так же задушат, как и X7 Pro лимитку. Спокойный человек, привет. Вот, и если мы открываем HW-инфо по поводу того, насколько они одинаковые. Сейчас я поменяю камеру. Угу. Что он не такой яркий? Да, не такой, потому что мы
Не включили максимальную яркость на X7 Pro. На X7. Яркость, автояркость врубаем, дневной режим включаем. Так, включаем HW Info и видим, что мы здесь видим. Разрешение одинаковое, ЦП одинаковое, система чуть-чуть разная, экран одинаковый, Ctrl-C, Ctrl-V, память понятна, камера. Камера разная. То есть у нас AMX 882 и Samsung у нас на 200 мегапикселей здесь. Программно очень близко. Апертура 1.55. То есть даже в каком-то смысле, пусть мегапикселей больше на 14 Pro, апертура лучше у X7. Фокусное расстояние 5 мм против 6. Фронталка одинаковая. Почти, кстати. Но разрешение, по-моему, одинаковое у них по фронталкам. Так, и видео... Может быть, нет. Кстати, да. Не, подождите. Да. Одинаковое разрешение. Шаляви. То есть все 1080p, 30 fps. Да, экран водопад напоминает вздутую батарею. То есть по большому счету девайсы плюс-минус одинаковые. PC-марки даже, по-моему, одинаковое количество баллов выбивают. Но мое устройство Ctrl-C, Ctrl-V. То есть прям четко. И тоже Android 14, тоже HyperOS, по-моему, первая. Да. В общем, по камерам только вопросы. И давайте чуть-чуть зарядим хотя бы до 32%. И поиграем сначала в PUBG New State, а потом уже посмотрим. Не забываем прожать лайк все, кто пришел. Хотите помочь проекту, за звездочки в телеге можете в личный канал зайти мой. Он уже 35 человек нас там. Тусовочечка. По-моему, со всего мира. Там из Польши народ, с кого только, откуда только нету. Мультинациональный. В принципе, как и сейчас стрим. Я уверен, что со всего мира народ сидит. Так, ждем чуть-чуть. Чуть-чуть ждем. Почему он не быстро, только непонятно. Давайте еще чуть-чуть. Быстрая зарядка. Зашел, это же глобалка. Да, глобальная версия. Уже показывал коробку. Вот она такая красивая. HyperOS. Замеряют люксы, вспышки, наличие в 2 раза для Азии и Европы. Знакомый взял. Очень не люблю информацию, искаженную не из первых уст. Хотите рассказать о железке? Рассказывайте только о том, что у вас на руках. В общем, очень сильно зависит от глобалки, что здесь одинаковый процессор, одинаковый сенсор. Вы стебетесь? Poco и Redmi даже одинаковые. Вот одинаковые. Ctrl-C, Ctrl-V. ММК, вам спасибо, что смотрите. О, 36 человек. Смотрим, за месяц наберем мы 100. 100 наберем, я там повторяю, что, скорее всего, буду что-то разыгрывать.
Я там выгружу лимитки продавать на эти Poco X7, не Гарри Поттер, а Iron Man Edition. Там мне уже кто-то писал по поводу кроссовок, что мутим бизнес. Кстати, отсюда стая отправляют оригинальные кроссовки. Очень часто я вижу, народ отправляет, потому что это недорого. И есть идеи, пишите. Потому что один черт катаюсь продавать, ну, отправлять, точнее, смартфона. Резер, еще раз, мы в курсе, что сейчас Poco дешевле. Мы в курсе, что Redmi скинут ценники. Они уже скинули на Redmi Note Pro Plus на 3 штуки. Он был 36, уже 33. Подождите. Мы это уже проходили очень-очень много раз. Сначала им надо продать много Poco, потом им надо будет продать много Redmi, потом будет обратно и вот так по кругу. Я очень, кстати, надеюсь, что без разницы с каких площадок продастся максимальное количество OnePlus 13. Для чего? Для того, чтобы потом говорить... 5 секунд. Ладно, черт с ним. Последний Redmi, которым пользовался, столько времени прошло. Polestar, ничего не поменялось. Для чего? Для того, чтобы говорить, что OnePlus это топ за свои деньги. Реально, в Европе, в США и в России, то, что они сейчас продавали, в долларовом эквиваленте они продавали смарты за копейки. Вот. За флагман. 700 баксов, ну, с растаможкой, окей, 720. Это прям нереально круто. Еще раз, отматываем 22 год, курс 50, это было бы 30, ну окей, 38 тысяч рублей. 38 тысяч рублей, и у тебя флагман от OnePlus. Но, какое 38? 36. 36 тысяч. Но сейчас не 22, сейчас 24. Но кто-то покупает, допустим, за валюту. Вот те, кто покупают за валюту, ну, там, за евро, допустим, для них получается ценник выгоднее, чем что-то другое. То есть, если брать там, глобалки, там, Vivo X200 Pro, сколько они? 1100 долларов, а здесь 700. Есть разница? Есть. И как его не называть топом за свои деньги? Просто надо смотреть Big View. 25. Что 25? X7 клон от Redmi. Заранее понятно. Да. Что 25? Что 25, Рамзес? Насчет того, что лучше, вот верхняя ссылка. Я не думаю, что вы будете спрашивать. Еще раз, мне не нравятся вопросы, что лучше. Из тех устройств, что я не выбираю. То, что я выбираю, есть в топах. Или вон в личный закрытый канал добавляешь. Там мучай народ и меня. Все равно 33 тысячи для него много. Олег однозначно. Безапелляционно. 14 Pro Plus это вообще непонятно что. Это фрэнки просто за непонятные деньги. Я же не говорю, что это норм. Ты сказал 24 год. Хорошо. 25-й. Так. Чего у нас уже? 34%. Это более чем хватит. Заходим через игровой режим. Думаю, сейчас... у меня нет здесь, я снес уже телегу. Надо еще кружочек записать. Через игровой режим, через ускорение. К сожалению, они выпилили. Подождите, они, кстати, выпилили из этой прошивки или нет? Или из следующей? По-моему, из версии 2 они выпилили функцию, когда можно мониторить за FPS. А здесь еще можно, вроде бы.
Потребление, старт. Да, здесь пока еще на первый можно, на второй уже нельзя. В PUBG обычный сначала или в Genshin, или в PUBG New State. Напишите PUBG 1 плюс, PUBG New State 2. Для X7 нормальная цена 21-22 тысячи. Не забываем прожать лайк. Я плюсики жду, если что. Давайте, пока я не передумал. Артур, и вам тоже с праздником. PUBG New State, значит? Раз, два. Да, PUBG New State в основном народ пишет. Окей. Рамзес, окей. Врубаемся. Я не думаю, что он много съест. Я не думаю, что он будет сбрасывать яркость. Но... Не, в основном 2. Видите? Плюсика. В PUBG обычном я покажу там ограничения по FPS. Но уже не успели. Раз, два, три, четыре, пять, 6. Раз, два, 3, 4, 5, 6. 6. Но один я выбираю PUBG New State. И настройки. «90», ультра, высокая, включена. Нет Poco F6. Я не могу пока 25 тысяч сказать, что нормальная цена. Подождите, сейчас будет распродажа. Если будет в районе 22, то это вообще жир. Надо брать X6 Pro. Так. Надо, как всегда, выбрать все. Да, выбрал. Нашлись. Серега, верхнюю строчку в описании читай. Вот. Если у народа спрашиваешь, то пиши. Народ, что лучше? Один раз его уронил, у него какой-то осколок. Так отнеси в ремонтную мастерскую, его достанут. Ну, слушай, это прям, это называется просто не повезло. Не факт, что остальным также не повезет. И, разумеется, да, если у тебя нет денег на дорогой смартфон, не надо покупать дорогой смартфон, это неразумно. Матч найден, все отлично. И можно еще раз, кстати, Poco X7 прогнать в Antutu. Кто, кстати, смотрел сегодня Nubia Z70 Ultra? Или вообще всем все равно на обзор? Признавайтесь. Евгений, ты поздно вспомнил. Бежим, бежим. Так, я что-то вижу, что он вообще не вывозит эти 90 FPS. Никак. Ну ладно, все равно поиграем, посмотрим, что он из себя будет представлять и как он будет проживать это время. Будем надеяться, что как-то будет, да? Процент говорил, Саня? Нет, мне кажется, не говорил. 32.
Сейчас покажу. Частота эксперимента должна быть частотой эксперимента, да? Так, и разрешить, секундомер пошел. Таймер заряд. Таймер пошел. Классная все равно эта тема, вот просто собраться и пообщаться. Как у кого день прошел? У кого какие интересные штуки за сегодня были? ZTE A41, по-моему, это довольно старенький смартфон, нет? Или я не прав? Так, Astra. Раз. И так, по-моему, можно. Да, 42. Все плохо. Нет, это глобальная версия. Глобальная версия. Надо, наверное, в описании написать. Я уже 50 раз за стрим показывал. Джинбан, спасибо большое. Ну, потому что вы будете смотреть экзотику, я буду ее покупать. Вы не будете смотреть экзотику, я ее покупать не буду, разумеется. Так, то есть тут, получается, народ со мной дропается все-таки. Опа. Да. Фриза, конечно, уровня 100. Ну ладно, в сильной игре пока это не мешает. Конечно, не особо радует, но не особо расстраивает тоже. Все. Такой заруб просто. Фризы. Фризы на фризах и фризами погоняют. Невозможно играть. Ладно. X7 Pro вообще-то 27. Не берите сейчас за такие деньги большие. Так, а что, где он? Нет. Это боты друг с другом разбираются. Так. Драгунов. Пустой. Там, наверное, тоже пустой какой-нибудь тип. Михаил, спасибо. Я не стал его перезаморачивать, потому что я говорю, ну, мне кажется, сделал нормально. Вот. И спрашиваю одобрение, потому что и правда подумал, что можно было бы сложнее сделать. Хорошо, что ты бот. Хорошо, что меня все тормозит. Как думаешь, почему LG в свое время не вывез производство смартов? Всегда вопрос в деньгах. Как-то не так оптимизировали процессы и все. Почему Sony не вывозят? Почему Sharp не вывозят конкуренцию? Санкции, я думаю. Мы просто немногого не знаем. Технологии и техника – это самый жирный кусок. Чтобы кто ни говорил.
Круче техники, только техника. Вы в сети понимаете, прикиньте, какие капиталы. Раньше нужно было рудники какие-то строить, дороги прокладывать, там, не знаю, ракеты запускать. А сейчас можно просто стартап какой-то в инете сделать или, не знаю, на крипте какую-то штуку и все. Так, а где там? Как-то было точечно. А, нет, это не было точечно, это тоже бот. Угу. Все боты. Ужасно все тормозит, но все равно надо хоть чуть-чуть да поиграть. Крейзи, привет. А, или ты говоришь, или ты хочешь сказать до свидания, я так и не понял. Так, стоп. Еще один бот. Ага, я не успел. Катку одну отыграем примерно, прикинем, и дальше уже. Он еще и греется, еще и ярко сейчас сбросил, кстати. Через 6 минут. То есть тоже такое еще, какая-то не то что стагнация, а какой-то мазохизм в плане улучшения свойств девайсов. И правильно, тут и греться нечему, он разогрелся. Набор для ЖВД. Стоп. Нет, мне это вот это не надо. Только что домой зашел с тренировки. Угу. Все, такие фризы. Вообще. Запомните, 6 минуты яркость дропнулась. Я просто не хочу сейчас смотреть. Лайки, привет. Не забываем подписаться на канал с колоколом. Ага, зачем он это сделал? Опа. Опа. Ничего ж себе. Ёшки. Ёшки, как же близко это было, а? Хорош. Теперь я понял, что это такое. Грамотно. Вообще грамотно. Да, Крейзи, оставайся. Только же лайк не забудь прожать. Давайте хотя бы 100 набьем. Сотку набьем. 140 набили. Спасибо большое. LG с самой воевал за панели телевизора. Вот проигрыши утопил отделение мобилок. Может быть. Может быть. Просто они одни деньги тратят на другие деньги. Точнее, одни средства на другие средства. И в итоге иногда получается не камильфо. Так, ну все, дропаемся. Как будто Realme 14 лучше будет или нет? Не будет. А почему нужно выбирать опять же из Realme, которая дороже? Ну, то есть и то, и другое нельзя советовать. Мы как бы концептуально с вами тестируем, просто тестируем. Опа, хорошо так. Да не надо, не сейчас, нет. Ой, ёшки, я спрыгнул неудачно-то, а. И тот тоже был снесен. $22 живых. Что revive me? Как я могу? А55 ужасный смартфон для игр Hikjoy. Или ты меня проверяешь, или ты не в курсах вообще в технике. В общем, бесперспективняк. Там еще байк стоит грамотно.
целом, 10 минут отыграли. Сейчас мы будем смотреть люксы. С люксами все плохо. 350 люксов. Ну, что это такое? Что это такое? Поэтому мы закрываем, ждем, когда он 5%, 4% он съел. То есть 24% в час, но сброс яркости просто космос, и это ненормально, не поддерживаю. И в играх он сейчас 0. 0 на данный момент. Да, когда-то игры на ПК не тянули такие смарты, но время летит очень быстро. Константин Бекетов подписался. Вы подписались на личный закрытый канал, который идет второй ссылкой. Нас там уже 39. Давайте 40-го. Саня, дай ID, хочу добавиться. Так смотри в ролике. Ну вот сейчас здесь. У меня все время одинаковая ID. В обычный пабг сейчас зайду. Кварц добрее. Они плохие для игр. Используйте какие-нибудь ассоциативные слова без того, чтобы оскорбить несколько тысяч человек. Я понимаю, что все мыслят из-за интернета миллионами, что там миллион человек посмотрело, еще 10. Особенно в чате. У кого-то этот есть Samsung, у кого-то он устраивает. Может быть, будет. У меня был спокойный человек на Garmin. Fallout. Ну, долго он будет Fallout тянуть. Flatout, да. Fallout, думаю, нет. GTA 5 он вообще... PUBG New State-то не может тянуть. Мне так кажется. Но да, время летит. Время летит, и это хорошо. Есть куда развиваться мобилкам. Будем надеяться, что они и продолжат развиваться. iPhone 16 Pro Max. Просто недавно купил А55 за 26, поиграл только в Бравл Старс. Не надо в него играть. Не надо в него играть. А55 это не про игры. Вообще. Рустам, привет. Хик Джой. Мне вот интересно, что в нашем с вами контенте притягивает молодежь. Люди до 18 лет. Почему вы смотрите подобный контент? Вы реально разбираетесь более-менее в железках? Что-то мне подсказывает, что у нас, несмотря на мою статистику, такие есть. Это неплохо. Это странно просто. Это круто, но это странно. Вот у меня статистика показывает 0% от 0 до 18. 0. Не там 1,7, а 0. Кстати, мужчин на этом канале 98,5%. Ну, то есть, как я и говорил. Как телега называется? Братство железа, по-моему, я назвал. Да. Не стал братство стали, не стал анимеху мучить. Apple с их системой на кристалле и за iPad Pro получится хорошая платформа. Да, хорошая платформа, но вопрос дня, что у них яркость сбрасывают электронные устройства. Хотел ответить, но вспомнил, что мне 19. Владислав, вот так. Нет, Сергей, это МТК. Это МТК, за который все всегда топят и который позволяет подешевле делать устройства. Кстати, Poco X7, на секундочку, все-таки показал 683 тысячи. Почти 700. После того, как отдохнул, видите? С Note 12 нет, переходить однозначно не стоит. Мне 19 выбираю с помощью обзоров баланс производительности. Хик Джой, я не спросил тех, кто старше 18, я спросил, кто младше 18. Вот в чем дело. Может, они стесняются, но поверьте мне, нам, мужикам, интереснее всего. Реально, есть подрастающее поколение, которое интересуется железками или нет.
Note 14 по мне лучше прошки. Чем? Я у него спрошу. Note 14, чем ты лучше прошки? Чем? Ценой. Да, он согласен. По цене намного лучше. Рекомендованный ценник на это дело такой же, как и на Poco X7. Я не знаю, какого лешего он стоит дороже. Крейзи, я все время думал, что тебе лет 16. Молодо выглядишь. Мне 20, смотрю канал с 19. Спокойный человек, а вот ты, я думал, под 40. Рождество 31. Не шутя. Хик Джой, абсолютно солидарен. Что-то легкое, не напрягающее мозг и позволяющее чувствовать себя хорошо в моменте времени, а не в перспективе. Перспектива. Шипс Диман, серьезно что ли? Это не твоя ава? Брей бороду. А, все, нет, ты молодо выглядишь. Просто борода. У Шипс Димана много роликов про игрушки, модельки. Прикольные. Ты их продаешь или покупаешь? Вот он, YouTube. Можно узнать человека сразу по аватарке и по штучкам всяким на канале. Молодо выгляжу по мозгам. Какой разумный человек будет ставить реальный возраст? Дети. Дети. Ну вот мы сейчас, допустим, опрос делаем, видишь. Я говорю, ты сильно ошибаешься, если думаешь, что у меня много детской аудитории. Меня женщины-то не поймут половины слов и не понимают. В разных Пикачу местах я живу. Везде. Это как я в России говорю, я поменял Мончегорск, Волгоград, Волжский, ЛПК, Петербург, в Шлиссельбурге тусили долго, Наринмар, Мирный. Много городов. Еще 550 бы. Мурино, можно сказать, да, я в Питере и в Мурино жил. И в Кудрово чуть-чуть. Тоже разные города. Хотя все рядом, но все равно. Я настолько старо выгляжу по сообщениям. Спокойный человек редко когда поставит ник «спокойный человек», взрослый дядька, по идее. Мне так кажется. Это ассоциация с ником, не с тобой. Все мы душним местами. Тут в основном Рамзес, да, 30-40. Потому что юмор специфический. И пони розовые перед глазами не прыгают, как у многих юных людей, которым кажется, что то время, про которое мы рассказываем, когда деньги лились там в 2014 году, как из любой темы, все они прошли. То, где сейчас деньги льются, очень часто опасно в последнее время. Это из детства. Почему не могу? Это обстоятельства называются. Где дешевле, там и живу сейчас. Где надо жить. Я могу жить долго на одном месте. Мне вообще не важно. Я говорю, я вот из тех людей, которые реально понимают, что мне нужен интернет и комната 15 квадратов. Все. Зато какой потенциал. Да, с нуля, с разгона спокойного можно прямо гигей чего только наделать. Так, что-то я не понял, куда я зашел вообще. Ну, Геншин нам вообще не интересует с такими-то подходами. А вот обычный PUBG посмотрим. Я все равно, Дмитрий, упорно не понимаю, почему ты не работаешь в Рилме. Ну, как бы... Это не подстёп, это к тому, что, видишь, люди с потенциалом и почему-то не оседают там, где должны оседать. Почти 48. Ты уже перевыполнил. Я перевыполнил план свой на 11 лет. Я почему-то в 16 думал, что мой предельный возраст тридцатник. Я такой сейчас каждое утро просыпаюсь, такой, я еще жив. Не шутя. Без сарказма, реально. Просто средний возраст знакомых или друзей отца, и ты такой, вообще как круто,
Что, что после 30 жизнь существует в принципе у мужиков. Иногда она, правда, не особо волшебная конкретно у мужиков, потому что понятно. Сейчас я не ту тему открою. Короче, хотите о каких-то подобных темах, которые я не хочу так оговаривать, приходите в телегу со звездочками. Вторая ссылка сверху. Я только узнал, что звездочки не могу покупать. Евген, звездочки можно везде покупать. Может быть, ты конкретно не можешь, но соляви. Я не знаю почему. Потому что эксперимент уже... А почему звезды не купить? После 30 она только начинается. Шипс Диман, я могу сказать, что жизнь просто разная. То есть у меня в браке до 38 лет была одна жизнь, сейчас она другая. А какую бы жизнь я выбрал, я не скажу, что я выбрал бы одну из них. Но уровень счастья сейчас намного больше. Потому что я забыл, наверное, как это, когда ты можешь быть счастливым. И все. У тебя глаза слишком близко посажены. Наверное, Банни в Роуд твои глаза не так близко посажены. Это еще свидетельствует о моем низком интеллекте, ты забыл написать. Вот откуда такие люди берутся? Вы приходите на техноканал, чтобы оценивать внешность человека в 41 год. Да вообще я радуюсь, что я живой. Какая мне разница, как у меня. Еще глубоко они посажены. И лоб слишком высокий. И уши почему-то не торчат. Сейчас модно, кстати, чтобы они торчали. И подбородок не волевой. И нос картошкой. Вообще не камильфо. В вашей стране не поддерживается покупка звезд. Вы не из России, да, Евген? Я не знал, что где-то не поддерживается. И премиум, если у тебя есть премиум, по-моему, всегда можно звезды купить. Можно, так надо было добавиться. Шипс Диман, ничего ж себе, ты, получается, в 18 лет женился, тебе сейчас тридцатник, если. Ты вообще молоток. Нет, я-то женился в сознательном возрасте, 26 лет, это был сознательный выбор. И для меня, и для моей супруги, я ее очень уважаю и люблю. И люди просто меняются. Здесь не про то, что я молодец. Скорее, я не молодец. Просто другой вопрос, что когда ты отвечаешь только за себя, ну и окей, за алименты, это намного проще, чем когда ты отвечаешь за все, за всех и за чужие желания. И ты привязан как раз вот к чужому мнению. Хотя у тебя есть вроде и ресурсы, ты, по идее, должен делать, что хочешь, но нет. Как очень часто пиарят в роликах, что там у женщин спрашивают, вы в браке, если бизнес удался, вы делите? Точнее, не удался, вы будете делить долги? Нет, не будем. А если удался, тогда будем. Так в обоих случаях. Да, Северная Корея. Не, по-моему, в Северной Корее можно покупать. Света, да все нормально. Дайте человеку по... Вы свою фотку-то поставьте на лого, мы тоже оценим. Баня. У меня нет комплексов по поводу внешности. Вообще никаких. Мужик должен быть чуть-чуть симпатичной обезьяны. И просто у него должно все работать. Мозг в первую очередь. И все. И все. Нужен паспорт и все. Мозг, паспорт и здоровье. И грош цена типам, которые других мужиков оценивают. Мне кажется, что там клиника вообще прикольная. Я наоборот люблю таких людей. Вы прикиньте, вы вот просто смотрите на кого-то и думаете, а у меня же в голове тогда все в порядке, если я так не думаю. Вот. Все познается в сравнении. Сашина новая аватарка. Чего? Опа, подожди 5 секунд. Мы там 60 FPS почему-то имеем только. Ну там типа... Так, надо собрать вот все их дела. Шлемак. И посмотреть, почему у меня там с FPS все так
Странно. Во. Здесь боты уже прокачанные просто. Опа. Тут кто-то бегает. Сейчас 5 секунд. Так, все. Запоминаем процент, 34%. И смотрим, что у меня тут с настройками. Почему так? Экстрим максимум. Ну вот так. 60 FPS максимум. Так, и... Стыдно их мо. Короче, бани в роут. У вас отсутствует мозг. Мы только что говорили о том, что не стоит обсуждать какие-то вещи и делать выводы, которые могут кого-то обидеть. Вы приходите, оцениваете внешность, и после этого еще и хейтите какие-то девайсы. Ваш уровень интеллекта не позволяет общаться в нашем обществе. Сори. Какие следующие модели планируешь записать, в плане записать? У меня из моделей 14 после этого, потом 14 Pro Plus, я думаю, через день. Потом через день, наверное, будет, я думаю, 14 Realme, 14 Pro, но не факт, я пока не решил. У нас яркость сбросил он уже, если что. Чтобы все были в курсе. Опа. Через стенку, что ли? Откуда-то отсюда. Опа. Ничего себе, косоглазый. Ни у кого нет патронов нормальных. S24X демо с рутованным ноксом за 400 евро. Я вообще не люблю демо. Не советую. Еще и рутованный. Вы, наверное, просто не у меня лучше спрашиваете. Это не, я реально не могу оценить подобного рода смартфоны, потому что я не понимаю, как их гипотетически можно будет скинуть, если вам что-то не понравится. То есть ты очумеешь его продавать. Сергей Пахоменко, вы либо удаляете комментарии, либо блокируетесь. Уровень интереса к китайскому смартфону с китайскими великолепными. Еще 5 секунд. Так, а что здесь лежит? Ага. С китайской агрегацией частот на него уже были обзоры. У меня будет. Мне не интересно китайцы сейчас. Мне их хватает. То есть, когда мне будут они интересны, когда я глобалки закончу. Почему? Потому что глобалка – это актуальная тема. Опа. Китаец. Тема не актуальная. Не всегда. Вот. Но, разумеется, GT-шку я потестирую. Чуть-чуть позже. Просто я не спешу с ними. Мне интереснее... Аркадии обычно все уходит до того, как попадает на Авито. Очень часто. Потому что, вот, добавьтесь в «Польза братства железа», личный закрытый канал, я там напишу, что придет скоро из моих смартфонов в Россию. Перед тем, как придет, я скину цены и что в наличии. Захотите, купите. Потом это, скорее всего, видите, очень часто, как только начинают размещать на Авито, люди, которые знают мой канал, они звонят и говорят, я забираю там 5-7 смартфонов. И они забирают прям сразу все. И все.
Я не шучу. Таких перекупов очень много. И им огромное спасибо за это, но они плюс на этом делают себе деньги. Неплохие, кстати. Вот, потому что у них есть свои клиенты, они быстренько там делают пару тысяч на каждом смарте, и все. И все вин-вин. Редко очень долго продаются. Тут какие-то такие специфические смартфоны, китайские версии. Honor, интересно посмотреть, что они сделали. Ну, интересно, это реально компания была или это прикол какой-то? Не, мне кажется, это прикол. Аркадий, пожалуйста. Короче, не спешите. Чем позже я сделаю, тем интереснее, потому что будут новые прошивки. И видите, я пока подсел на эти смарты. С простыми-то смартфонами все просто. То есть ты берешь, тестируешь, и все. Это там, не знаю, супердорогих ты пытаешься найти супер много там плюсов-минусов. Потому что есть много альтернатив. А в среднем ценовом сегменте какие альтернативы Poco X7? Вот какие? Я их пока не знаю. Как iPhone отвился с автографом сразу после розыгрыша продавали на Авито? Ну, круто. Дороже продавали или так же, как и все? Ну, я не вился и никогда им не буду по объемам. Я говорю, меня мой уровень абсолютно устраивает. Я безумно всех рад видеть. И такой контент никогда не будет супер. Аркадий, утрудите себя, посмотрите, пожалуйста, обзоры и почитайте описание, и у вас отпадет вопрос по поводу того, что лучше брать. ID после игры. Так я и сейчас могу показать. Кстати, так, Wild Boost. Ну, вот так он идет. Кстати, подождите, здесь же... А, ну зачем нам это? Нам достаточно вот этого. Запись чего? Ага, запись игры. Не вижу свой ID. Лайки не забываем, да. Маст, ну, еще раз, вы не сравниваете он не техноблогер давным-давно, это просто филиал ОРТ с рекламой, которую, ну, там утрированно его смотрит 20 тысяч человек, 280 тысяч просмотров он потом докупает и дальше, и все. Похоже, не везде звезды продают. А, в Германии не продают, что ли? Это Женька, который здесь был. Евген, тебе привет. Прикиньте, покупка звезд реально недоступна в Германии. Вот так. У тебя есть тайский номер, возьми, через тайский купи. Так, 620 люксов, но не так печально, я почему-то думал, что все 400. Так что играем пока. Будет данный смарт быстро работать в течение 2-3 лет? Я, к сожалению, не Кашпировский. Я считаю, кстати, не верю вот в эти все предсказания. Спойлер. Это разводняк тоже, по мне. Хотя у вас может быть другое мнение, отличное от моего, и это нормально. Так, а что у меня здесь, кстати, с этим, с быстросъемным? Ладно, голограф. Надо какая-то...
Сильная ли разница будет? Нет. Я тебе скажу даже больше, что если ты купишь Samsung A55, и если откинуть телевики ультраширики, ты покупаешь по основному модулю либо Samsung A55, либо Pixel 8a, либо, там, не знаю, что у нас еще из бюджетного. Почти все будет плюс-минус одинаково фотографировать, если ты умеешь фотографировать. То есть вопрос постановочной фотографии в постановочности фотографии, а не в твоих навыках, короче. А не в том, что какие-то там смартфоны супер-пупер. С телевиками, да. То есть, если тебе нужны там иксы, то это нужно платить. И разница будет большая. А если основной модуль, нет. Нужно ждать минимум 4 поколения. И не всегда, ну не 4-3. Но не факт, что получится. Poco X3 Pro все еще рулит, слушай. Остаток элемента. А зачем мне остаток элемента нужен? Ну ладно. Не хватает места для сковородки. И здесь тоже нет места, да? Радик Кнокса сомнительно. Ты берешь демо-версию, ее... Ну да, демо-версии же вообще в продаже не должны быть. Он может быть и ворованный, потом еще прилетит от кого-нибудь. Может быть, нет. Может, я неправильно рассуждаю, слишком паникую. Да, Алексей, но здесь, по-моему, тоже виртуальный датчик. Напомните мне, чтобы после стрима я проверил. У меня 24U, им я смотрю стрим, а Poco X3 играю в PUBG. Разумно. Я говорю, Poco все еще тема. Poco все еще тема. Вот, нас 41. Ну, напишите, кто, кстати, добавился. Интересный контент или нет. Но еще раз повторяюсь, там 18+. Да, я там еще не ругался матом. И, ну, наверное, все-таки я там думал, что я там буду трехэтажным. Нет. То есть обычные разговоры. Но вот Ванга не разводняк. Конечно, разводняк. Все в восторге. Все это кто? Сергей. Даже если по большому счету разум анализировать, гипотетически вы можете узнать будущее. Зачем оно вам? Вы не можете на него повлиять, вы его уже знаете. Возможно, то, что вы его знаете, как раз и приводит к тому, что у вас будет именно такое будущее. Четвертая пошла на Samsung 7. Ну, твинский. Вопрос очень часто, сколько стоит ваше время в вашем понимании. Вопрос даже не в том, что там ваше время стоит 200 рублей в час, 3000 рублей в час, 7000 рублей, 1 000 000 рублей в час. А вопрос в том, на что вы готовы его тратить в обмен на что-то. То есть, если вы готовы тратить время на то, чтобы пользоваться смартфоном, который не доставляет удобства и кайфа, и вы получаете радость только от того, что этот смартфон еще живой, то, ну, это хорошо, это ваш кайф. Вы можете из 3310 ходить спокойно. Это реально не такая большая проблема. Я только добавился в братство, еще не смотрел. Михаил, посмотрите, потом скажете. Ну, там в перспективе будет много сексизма, мне кажется. Что там все-таки будут в основном мужчины. Но. Может, оно и хорошо. Потому что чаще всего общество долбит, как ему выгоднее, чтобы существовать. Обществу выгодно, чтобы люди не двигались никуда. Просто работали, плодились и размножались. Кстати, да, сексизм-то это такая штука. Может и по отношению к мужчинам быть. В Ирландии нет Samsung с надписью «Демо». Я работаю, мне предложили экс-демо как работнику.
за 700, за 400. Объясни мне, как тебе как работнику предлагают демо-версию? Могут просто дать, если как работнику. Владислав, смысл мне продавать ниже рынка? Я продаю по рынку. Зачем выше рынка тоже продавать? Скорость продажи моих устройств должна быть высокой для того, чтобы я не занимался этим, понимаете? И, разумеется, да, чуть-чуть ниже рынка просто ставится цена, и все. Но, говорю, я и здесь очень не люблю разговаривать. То есть я говорю цену, как в фильме в этом, помните, про часы. И либо мы с человеком договариваемся, либо нет. Потому что я знаю, что я даю самый низкий ценник. Он может просто сказать нет, и тогда я к нему еще раз приду. Но если он начнет мне делать мозг, то я больше ему продавать просто не буду. Потому что моя жизнедеятельность, еще раз, если подпишетесь в телегу, вы поймете, почему не зависит никаким образом от продажи данных смартфонов. Ну, как бы она... Хорошо, если я продам, но я могу пережить без продажи это дело. Так. Опа. Опа. Красавец. Уважуха. Видели как? Надо было двигаться. Очень тупо с моей стороны. Тайская кухня – лучшая кухня в мире. Самая вкусная еда. На 100%. Самая вкусная, самая дешевая. И рядом ничего не лежало. Вот. Наверное, так. Здесь многие тайцы уезжают куда-то, делают деньги и все равно возвращаются чисто из-за еды. Извини. Так я же показывал ID, нет? Опоссум, привет. Новая группа братская, Universal. Новая фишка. Но я говорю, я хочу просто делать какую-то дичь на YouTube, я ее делать не хочу, потому что я все-таки техно-ютубер. Но душа требует, практика есть, навыки есть. Можете посмотреть, там уже достаточно дичи странной. Скажем так, предположите просто, если бы вам было 40, как бы вы хотели жить. Вот, скорее всего, я частично живу, как вам хочется. Частично. Но, как я прочитал классный пост, как же тяжело, когда у тебя есть деньги, не обжираться, не пьянствовать и не употреблять запрещенные вещества. Но мне не тяжело, у меня есть своя болезнь. Видите, вот я сижу с вами на стриме, я реально кайфую. Ну, потому что так делаю только я. То есть это не значит, что я крутой, это просто значит, что так делаю только я. То есть никому, всем лень. То есть вопрос не в том, а это хорошее дело. То есть если бы было у вас 30 подобных стримов, это была бы выборка. Понимаете? Может быть разные условия, разные игры, но им лень. Им лень. И меня подпитывает, да, еще то, что мне не лень. Наверное, так. Нет, это не продаст этот смартфон. Вообще мало какие стримы могут продать мои стримы. Мало какие мои стримы могут продать какой-то смарт. Слишком редко они хорошо отрабатывают, как вы помните. Вот. Но все равно же прикольно. И нас 12 тысяч. 12 тысяч на канале для стримов. Так что огромное спасибо, что вы этим делом интересуетесь, потому что вы помогаете существовать данному контенту. Без вас бы его не было в тех объемах. Он бы был все равно, я повторяюсь, что я не преуменьшаю значение зрителей. Просто когда мне говорят там, вот там, что бы ты делал, а что я делал? Я так и делал. Я делал стримы, когда у меня был 10 человек в онлайне на Твиче. Из них один из этих 10 был я. Я делал. Потому что это правильно. Потому что правильно тестировать в онлайне. Потому что классно иметь пруф, который просто многочасовой. Мне не лень. Я и есть блогер. Ну вот вы, может быть, купите, а я уже купил. Я уже купил, я уже его тестирую. Или там прислали его мне там в раз 500 лет что-то.
Я говорю, редмики это вообще волшебные типы. Они написали мне отовсюду, в итоге я не получил ничего. Ну, как бы, ну и ладно, зато они пытались. И это, опять же, никаким образом не влияет на контент. Пытались они или нет. Я не улучшаю характеристики этого смартфона, я не улучшаю его качество, я не улучшаю его синтетику, когда я это делаю в онлайне при вас. На, не знаю, морозилку могу включить. Какой-то расколбас здесь. Но, как я понимаю, могу здесь стрелять все-таки не на бота. Опа. 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 И еще один. Количество ботов в единицу времени, да? Куда он убежал? Там кто-то убежал, нет? Опа. Где он? Все. Опа, нет. Прикиньте, еще где-то. Это его подняли, или он здесь и был? Ох ты, ёшки. Крутыш. Семь ботов в единицу времени. Так, всем привет. Да. И прикиньте, вот видите, кто-то может жить в Германии, а эти не купить. Звезды. Это облом. Притом Евгений мог бы рассказать, как тут живется. Здесь катал со мной. В Тае. Так. Там был тип очень крутой. Разрисованный. Куда-то уполз. Я не думаю, что его кто-то поднял. Куда он мог уползти? Сюда? Да. Нет, не он был. Ладно. Все, максимально полутались. Ёшки, не так и далеко бежать. С последней обновой ботов нормально прокачали. Ну, наверное. Ну, что-то там кто-то пытается. То есть я не скажу, что прям халявная игра. Понятно, что... Вот, стоп. Понятно, что несложно. Ну, но все равно какой-то мозг надо включать.
минимальный при игре. Ёшки, не то. По поводу кольца, когда обзор ждать? Не скоро. Не скоро. МС-фитовского, которое? Не скоро. Тогда у вас... Евген, ты осилил все-таки купить тона? Да, 42. Приятно. Так. Я говорю, когда тусовка будет побольше, будет интереснее. 540 люксов. Главное, супруге не показывай. Телегу. Заставят удалить. Телегу вообще. 24 минуты. Вот так пролетело время, да? Так пролетела жизнь. Но все равно база той телеги, все равно взаимное уважение. Вот. Говорю, я еще раз повторяюсь, у меня нет религии, я вне политики, я не считаю, что кто-то из-за того, что где-то в каком-то месте родился, он лучше или хуже. В том числе, кстати, из-за языка, но ввиду того, что я знаю только 2 языка, я не могу сказать, что полиглот там. Но у меня нет такой темы азиаты. Поэтому, наверное, мне легко где угодно жить. Единственное, да, я чувствую напряжение, допустим, в арабских странах, но это, скорее всего, из-за религиозных тем. Потому что у них есть понятие людей, которые неверные. Хотя у нас тоже, наверное, есть. В разных религиях есть неверное. Вот так вот не того Бога выберешь, и все. Не ту религию. И оскорбишь остальные сразу. Автоматом. Вьетнам очень плохой воздух, очень плохая вода. Я прям к этому делу чувствителен, потому что жил в регионах с крайне плохими экологическими условиями. Китай точно нет, тоже ужасная экология. И я скажу, что для меня представители Китая, они примерно как представители Индии. Очень много курят, очень некультурно себя ведут, то есть везде плюются. Ну, вот конкретно здесь я вижу именно таких представителей Китая. Очень громко говорят, и то же самое, если экстраполировать на мою жизнь, если бы это было в моем доме, они бы получали по голове или как минимум замечания от окружающих людей. То есть, когда, допустим, китайцы в Москве или Петербурге, они ведут себя намного приличнее, чем в других местах. То же самое касается представителей Индии. Я никогда не понимал, пока не начал очень сильно путешествовать, почему их местные во многих странах очень сильно не любят туристов именно из этих стран. Вот как раз поэтому. То есть, ладно, там наши напьются, достают там до кого-то, пытаются подраться, еще что-то. Это вообще мелочи жизни по сравнению с общей массой. Хотя, опять же, у всех бывают разные люди, к сожалению. За некоторых соотечественников краснеешь ничуть не меньше. Испанский стыд включается только в шум. Так, все, уже и тач отваливается на 27-й минуте. Можно и Геншин погонять, но ему уже прям... Что это за дымовой аппарат? Прикольно. Что это такое? Стоп. Ничего ж себе. Не шутя. Это как так? Очумевший бот. Очумевший просто бот. Надо добрее ему быть. Прям моментально сбрил здоровье. Валерий, привет.
Ну, я спойлерну, я сравнивал его с Poco X6 Pro. Найдете отличия, будет круто. Я много отличий не нашел. Вот. До конца катку пробегусь. Мариан, индусы за рулем, кошмар. Индусы, Пакистан, Бангладеш за рулем, это просто, ну, извините за грубость, это прям как убийцы. Они возят, ну, почему? Здесь, кстати, очень много историй, если вы новости посмотрите Азии, как индусы или пакистанцы сбивают просто несколько человек пьяные на байках. Потому что дерутся, разбираются. Очень много претензий у меня к именно культуре, и они как дома у себя везде. Ну, то есть я как не дома, а этот народ просто очень сильно наглый. И поэтому у них очень много проблем. Очень наглые, очень много людей обманывают, и вот так. Но хорошо для экономики. То есть они приезжают, очень много строят, вкладывают, ремонтируют. В отеле как-то китайцы всю ночь гужбанили. Да, Евген? И самое главное, нет, а почему, если китайцы всю ночь гужбанили, ты мог пойти на ресепшн, и их бы просто вынесли, там, полицию за 15 секунд вызывают. Николай Коробецкий, привет, и вам отличного стрима. Цыгане. Рамзес, нет, цыгане не столько проблем, сколько китайцы и индусы. Хотя в каких-то регионах столько, когда они все приезжают. Да, Варгас. Просто когда, как тебе сформулировать? Есть выборка все равно. Ну, то есть определенный народ. Я вам скажу, что и немцы, старики из Германии, они прям самые наглые. То есть с кем я не общался из, допустим, представителей Израиля, адекватные мужики, американцы адекватные, немцы все какие-то недовольные, агрессивные, там, нервные. Вот, ну, это у меня такая выборка. Я не знаю, почему так. Очень злые, очень негативные и злые. Но здесь кому как повезло. Так, там что-то летит. Да, в каждой нации свое. Здесь тоже народа хватает, который кошмарит продавцов, там чуть ли не орут на них. Что по-русски говорит? Женщины всякие, размером в 3 раза больше, чем я. И, конечно, в эти моменты очень стыдно. То есть, ладно, ты не знаешь английский язык, а этот кучмек, там, чувак, у которого 2 класса образования, английский знает. Но пользуйся это транслитом. Зачем орать? То есть, людям кажется, если они повышают голос... Я не собираюсь, Денис, менять дислокацию, потому что у меня долгая виза, и это очень удобно, потому что, ну, может, я в Японии поживу еще полгода. Вот так примерно, такой план. Был план в Аргентину слетать, но у меня знакомые, которые туда летали, сказали, что там вообще все не волшебно. И может я полечу, может нет. Формулирую так. Пока не решил. У меня смартфонов на 2 месяца. С японцами, японцы немногие знают. 5 секунд. Английский. Ёшки. Ладно. Но они френдли. Ну, то есть вы понимаете, что ты когда куда-то приезжаешь, ты не хочешь откровенной агрессии. И, ну, допустим, во Вьетнаме мне очень не нравилось то, что если ты там ездишь на экскурсии, они прямым текстом клянчат деньги. То есть не там не лояльно, вообще не лояльно. И очень много негативного у меня по поводу этого. В ТАЭС, в Японии, там, не знаю, нигде я такого не видел, как во Вьетнаме. Может быть. У корейцев свои приколы. Они как дети очень многие.
Уже залутался кто-то. Ну ладно. Мы тоже что-то дособрали. Можно искать следующий дроп. Там все, Радив. Ты можешь открыть тест Antutu. Там суммарно и внутренняя память, скорость оперативки, и внутренней памяти, и CPU, и GPU. То есть и процессор, и сопроцессор графический, он все тестирует. Ну и, соответственно, ты уже и батарею тестируешь, потому что сколько он съест, в зависимости от того, какой смартфон, можешь примерно прикидывать варианты поедания. Опа. Вижу. 2, 3, 4. Опа. Так, стоп. Так, пока все целое. Ладно, окей. Потому что с двух сторон. Вы заколебали со всех сторон нападать. Все. Так. Опа. Так, кнопнул. Им тоже надо плыть. Так, у кого смартфона, у этого смартфона нет особо запаса. Но есть не для игр. Сформулировать так можно. То есть не для игр он норм. Для игр он 0. Смотрим. Не успею, наверное, выжить в данных условиях. Но мы пытались. Нет, ты должен тотал смотреть. Стоило ли Xiaomi там создать HyperOS? Им что-то надо создавать, это же маркетинг. Если ты ничего не создаешь, ты ничего нового продать не можешь. Как бы и все. Поэтому, наверное, стоило, что угодно стоит.
новая оболочка. Быстро будет ли работать? Вот смотрите, после того, как я Redmi Note 14 погонял, а у него там 400 тысяч баллов в Antutu, и я до этого хейтил и говорил, да вот, там 400 тысяч баллов, он нормально работать не будет. Нормально работает. Нормально работает. То есть нужно смотреть всегда на комплекс, на тотал. Я очень часто, наверное, слишком критичен, и опять же, та же внутренняя память очень сильно влияет, если это не какая-нибудь MMC, плюс они еще оптимизируют оболочку. Вопрос, как они потом будут ее оптимизировать. Но если ее хватало 400 тысяч баллов сейчас, то потом, может быть, тоже. Санкции на Китай. Посмотрим, будет видно. Мы не знаем, что будет завтра. И в технике тоже. К счастью или, наоборот, к расстройству нашему. Евген, да я думаю, не будет со всеми, как с Huawei. Им тоже разнообразит. Вы думаете, у них там денег нету в этих бизнесах? В тех же акциях Xiaomi. Какие у них есть смартфоны? Пиксели и яблоки, и все. Такая себе тема тоже. Не назовешь их супергероями. Так, 24 живых. Очень плохая идея здесь бегать, конечно. Но столько чуваков положено. X6 еще у них. Чуметь. Энергетики. Ну, вот, к сожалению, ничего такого супер бодрого я здесь не вижу, чтобы могло мне помочь выжить. Кроме осознания того, что не стоит выделываться. Пока они там зарубаются. Потому что кусок голый. Прятаться негде. Вон с камнем лучше лечь. Кнопнуть одного. Кого видишь, того кнокай, да? Ну тут прям свободное. Все. Там еще живой ползет куда-то. О! Очень наивно с его стороны. Да серьезно, что ли? Откуда? Ну ладно. Это другой тип, видите? Они вместе работали. Ну, третье место почетное. Они, скорее всего, были в тусовке. Сейчас я покажу, какой у меня лог. Ладно. Выжил, главное. 560 люксов. Ну, в обычный PUBG с 60 FPS можно играть. Да, Кларк, на данный момент и Poco X7 Pro тоже не волшебный. Пока все плохо. Да, вон с чего? Poco X7
С чего? OnePlus 13 стоит 71 тысячу. Нажми на плюс, и ты на себя поднимешь. Что я на себя подниму? Подожди. Сейчас я закрою все. Окей. Вот мой аккаунт. Перейти. Что я там опробовать хочу? Не хочу ничего опробовать. Основная информация, вот, смотри. Видишь? Еще. Не в клане. 556, 667 фан. Не знаю, стоит ли вам ждать что-то или не стоит. Так, сколько было процентов, кстати? Сейчас у нас 44 минуты. Сколько было процентов? 32, нет? Ну, Фаталист, да, я не знаю, откуда у них эти ценники. 700 баксов это вообще копейки. Какой Excel? Excel стоит штукарь в той же памяти, нет? 34, сейчас 22. 12, ну и еще 25%. Ну, считайте, 15% в час. Ну, опять же, сброс яркости. Плюс еще помимо этого 60 FPS, которые... Ну, это жесть. Ты проценты не озвучивал. Ну, когда заканчивалось? Отправил запрос на ДП. Хорошо, в следующий раз добавлю. Напоминаю, добавляемся в чат прикрепленный. Там эксклюзивный контент. О, Батя 77 добавился. Не шутя. Александр, большого смысла брать Poco X7 Pro нет, если не играешь. Есть. Почему? Потому что, еще раз, вот Poco X6 Pro вроде крутой смарт, но нет 4К 60 FPS. Когда ты берешь Poco X7 Pro, ты закрываешь все свои гипотетические даже потребности базовые. Ты ставишь на штатив, у тебя классная картинка. Ну и даже если ты будешь ходить с ним. Посмотри, у меня, кстати, по-моему, был обзор. Я сделал обзор одним кадром на Poco X7 Pro или не сделал? Я уже запутался. Да, я делал обзор на одним кадром. Не шутя, там 15 тысяч просмотров. Да. Посмотри, как он снимает. Он снимает нормально. Тот же самый Poco X7, да, но с сенсором другим. И все. То есть одинаковое количество баллов в Antutu. И по большому счету вот так все. Очень даже неплохо. Так, ну у нас неплохой старт. Сегодня у новой телеги 42 человека. Постепенно, я думаю, расширимся. Завтра, скорее всего, будем Redmi Note 14 мучить. Скажи плюс гейзерной кофеварки. Нет никаких плюсов. Вот чем ты занимаешься, что тебя радует, то и делаешь. Ну, процесс сам, это знаешь, как готовка. Вот кому-то нравится готовить. Мне нравится готовить, у меня нет времени. Да, я тот тип, который пирожки жарил на всю общагу, когда у меня было время. Когда-то. Из пайковой там, муки, яиц, яичного желтка и повидло. Мне было не лень. Но это было время. Сейчас уже времени мало. Кларк, мы говорим про сток. Что кто умеет, в каких приложениях, это другая история. Вот в стоке он 4К 60 FPS не снимает. Конечно, у Poco X7 Pro будет больше запаса.
Ну, давай так, насчет зарядки беспроводной, если она дешевая, чаще всего она убивает аккум. Физику никто не отменял, он больше разогревается, теплоотведение хуже в дешевых смартах тоже. И говорю, что такое одноразовые смартфоны, вот Tecno это второй, третий эшелон. Они никак не ушли в первый. Они ушли в первый эшелон в плане трат на рекламу в России, потому что кто-то не может рекламироваться, там Huawei все равно, допустим, они рекламятся. Хотя, опять же, у Huawei тоже одной стороной они рекламятся, другой там не со всеми банками у них договоренности по оплате, что оплата ими, там те же часы вспоминаем, и сервера, и, ну, в общем, все это тоже так вот, на тоненького, не в этом чате я буду об этом рассказывать. Какие часы сейчас на руке? Apple Watch всегда. Ну, просто как болванка. То есть это как для вида. И да, супер узкое запястье, и все равно часы норм. Не лимитка X7 Pro. Сикер. Абсолютно неважно. У тебя железо-то одинаковое вообще-то. Ctrl-C, Ctrl-V. У лимитки просто прикол, что у нее прошивка на одну выше. То есть когда вот обычная прошивка придет на Poco X6 Pro, X7 Pro, на обычную, мы ее погоняем отдельно. У меня еще будет прожарка. Валерий, да. Да, Валерий, оно и греет батарею. И температура негативно влияет на все это дело. Вот. Поэтому всем огромное спасибо, что зашли. Мне еще надо снимать, мне еще надо тестировать. Алексей Ольгин, ну придет и продашь. Никогда не покупайте ничего, если вам это не надо. Сейчас обычно быстро приходит все. А X7 Pro ты продашь легко. В те же деньги, если ты его за 27 покупал. Когда возможно, Арсен, она еще не вышла. Когда возможно до 25 ультру? Я понятия не имею, когда она выйдет. X7 Ultra будет. Будет хорошо. Сколько миллиметров? Я не знаю. Не знаю. В миллиметрах? Может, сантиметров все-таки? Шипс Диман, Апоссум, Крейзи, Дмитрий, Алексей, Андрей, Евген. Огромное спасибо, что зашли. Надеюсь, что чем-то я вас развлек. Телефон вас тоже чем-то развлек. С курсом 105-110 за доллар все кажется просто жесть каким дорогим. Но мы всегда думаем про 22 год. 50 рублей, там 55 за бакс. И это бы даже на старте стоило бы сколько? Да. И не все так печально, кажется. Я не буду так считать. Я не буду сейчас называть цифру, потому что сейчас цифра другая. Вот так вот мир меняется. Хотя техника должна становиться дешевле. В долларах она дешевле становится. Надеюсь, что Redmi станут дешевле быстрее. Линейка 5G более-менее, сенсоры более-менее. Завтра увидите обзор, сравнение с Poco X6 Pro. И будете уже делать сами выводы, стоит ли этот девайс своих денег в перспективе, потому что сейчас однозначно не очень. Сергей, нас двое, я и Игорь, все. Снимаю я, монтирует он. Он точности мастер. Все, всем добра. Не ведитесь на деловые смартфоны. T-Boot, очень непривычно, Донат, спасибо. Donation, сейчас я тебе отвечу, и мы закроем это дело. Всех обняла, Посуму тебе и Свете. Говорю, как человек, у которого антирекорд по женской аудитории 1,5%. 1,5%. Тибу. Vivo X200, X200 Pro Mini или Honor Magic 7 Pro без учета камер. Какая оболочка лучше и стабильнее? Ты понимаешь, что я Honor Magic 7 Pro не тестировал? Vivo одинаковая оболочка. Pro Mini это специфика, это маленький смартфон, но на него уже были негативные отзывы. Honor ты очумеешь продавать. То есть из этого всего я бы выбрал Vivo X200 Pro, не Pro Mini. Вот.
А еще лучше подождал ультру, потому что Honor Magic 7 Pro у тебя некорректная даже вопрос сравнения. Honor Magic 7 Pro, он дороже в разы. То есть и все. Привет, у тебя выбор дальше, Див, между Vivo X200 Pro, OnePlus 13 китайским и iPhone 16. iPhone 16 стоит столько же, даже дороже, чем OnePlus 13 глобалка. Поэтому OnePlus 13 глобалка я тебе советую. Старт продаж еще раз будет 20-го. Это Див. Ответил тебе. А, Див 5 дней назад вообще спрашивал. Я ему, по-моему, уже тоже отвечал. Сани привезли X200 Pro Mini, ни одна симка в нем не работает. Это кому? Тебе, Крейзи? Кому не работает? Нет, совместный просмотр Samsung не будет. Мне он не интересен. Я его куплю, ну и все. И дальше уже буду тестировать. У меня Honor X8B цыгане купили. Вот видите, цыгане норм. Александр, Андрей, я сейчас иду контент снимать. Какой спать? Сон для слабаков. Все. Всем добра. Спасибо всем за стрим. Опоссум зачастила. У тебя все окей? Мне привезли. И там не работает X200 Pro. А как симки там не работают? Ну вот так. А в каком регионе, Крейзи? Напиши в нашей телеге. Прям интересно. Не обязательно в той, которая платная. Бесплатная, которая моя личная телега. Вот там. Все, всем добра.